28 апреля 2023 года. Вечер. По дороге в Усть-Лабинск, это Краснодарский край, едет белая машина. В ней сидят двое – 37-летний владелец ивент-агентства Кирилл Чубко и его сотрудница, 19-летняя Татьяна Мастыка. Они возвращаются после выполнения очередного заказа – выездного дня рождения. Путь не близкий. Праздник проходил в станице Крыловской, оттуда до Усть-Лабинска 150 километров. Тем не менее, они надеются попасть домой в 11 вечера. Кирилла ждет жена, она готовит ужин. Стемнело, идет дождь. Вдруг на середине пути в районе станицы Березанской машина попадает в дорожную выбоину. Пробито 2 колеса, дальше ехать невозможно. В 8:30 Кирилл звонит жене, объясняет, что случилось, и просит к ужину его не ждать, все равно не успеет. Кирилл никогда не приедет домой. Этой ночью он и Татьяна будут зверски убиты. Им нанесут несколько ударов ножом, а в конце перережут горло. Татьяну будут хоронить в водолазке с высоким воротником. Вы спросите, почему я вам это рассказываю? Потому что в смерти этих людей виноват Владимир Путин. И это не фигура речи. Лично он запустил цепь причинно-следственных связей, которые привели к этой трагедии. Совсем скоро я объясню вам как. А пока давайте снова перенесемся в ту апрельскую ночь. Итак, Кирилл и Татьяна стоят на дороге и думают, что делать. Вдруг из темноты появляется машина и, поравнявшись с ними, останавливается. В ней сидят 3 мужчин. Видя, что у Кирилла и Татьяны случилась беда, они предлагают помочь. Он написал мне сообщение, что они поехали к другу за запаской. У него там недалеко в Березанской друг живет. И записал голосовое, что они сейчас забирают и едут ставить. Полночь. Кирилл снова звонит жене и уговаривает ложиться спать, заверяя ее, что приедет, как только мужчины помогут им поменять колеса. Это был последний разговор Кирилла и Дарьи Чубко. Когда она проснется утром 29 апреля, его не будет дома. Их машины во дворе тоже не окажется. Дарья начинает звонить. Сначала Кириллу, потом Татьяне. Их телефоны выключены. Может быть, сели, не ловит связь? Дарья решает сама поехать на поиски и одалживает машину у знакомого. Она мчится по трассе в сторону Крыловской, приезжает в район, где случилась авария, но машины ее мужа, белого Hyundai, на дороге нет. Спустя 2 часа безуспешных дозвонов – чудо! Татьяна неожиданно снимает трубку. Дарья вне себя от радости. Она спрашивает, где они, что случилось. Татьяна говорит «не знаю». У нее очень странный голос, она разговаривает как будто спросонья, обрывками фраз. Дарья понимает, что-то не так. Не добившись внятного ответа от Татьяны, она просит передать телефон Кириллу. Таня говорит «он ушел». Дарья спрашивает «куда?», и в этот момент звонок обрывается. Когда Дарья опять набирает номер, телефон оказывается недоступен. После этого разговора она решила обратиться в полицию и заявить об исчезновении своего мужа и его коллеги. Однако это ожидаемо не принесло стремительных результатов. Дарья решила организовать поиски сама. В соцсетях она опубликовала призыв помочь ей найти мужа. И люди откликнулись. Вместе с полицией на поиски отправились более 500 волонтеров. Я не могла записать ее раз 10, наверное, потому что я начинала плакать. И я собралась, потом записала, и люди начали репостить для того, чтобы как можно больше людей узнало, чтобы помогли найти. И потом уже на следующий день, там уже даже в этот же вечер объявили, что давайте собираться на кольце, там мы все вместе соберемся, поедем искать. И уже на следующий день, то есть 29 числа, 30 числа мы с большой группой поехали на поиски. Мы везде были, везде просто ездили. И я безумно благодарна людям за то, что они без сна, без еды, без теплой одежды там с нами вместе лазили с утра до ночи. Они организовывали, там, кто фонари брал, кто какие-то сапоги привозил, с собаками приезжали. То есть мы делали все, что от нас зависит. 1 мая, через 4 дня после исчезновения, в Брюховецком районе Краснодарского края, в лесу неподалеку от трассы, нашли сгоревший дотла белый Hyundai Кирилла. Впоследствии выяснится, что эта машина несколько раз попадала на камеры видеонаблюдения ночью 28 апреля в разных местах. И если бы следствие не бездействовало, а полицейские нормально выполняли свою работу, то найти автомобиль удалось бы гораздо раньше. Тем не менее, ни в салоне, ни рядом тел Кирилла и Тани не оказалось. Дарья не теряла надежды. Может быть, они живы, но в заложниках. Скоро ей позвонят и попросят выкуп. Она постоянно смотрела на телефон и ждала, готова была отдать все, что есть, до копейки.
но никто не позвонил. Труп Кирилла с перерезанным горлом и следами от ударов ножом на теле найдут закопанным в Василковском районе, в лесу между хутором Память Ленина и станицей Ирклиевской 3 мая. Это примерно в часе езды от места, где аниматоры попали в аварию, и от места, где нашли машину Кирилла. На следующий день, 4 мая, в Ленинградском районе найдут тело Тани Мастыка. По всей видимости, когда Дарья смогла ей дозвониться, это были последние минуты ее жизни. Можно только догадываться, что было с ней в тот момент. Я знаю, что вы все верили, что мы найдем его живым. Мы тоже до конца верили. Мы даже подумать не могли, что эти мрази его закопают. Мы даже не искали могилы, мы искали его живым. Надеялась, что хотя бы где-то выкинуть его, но не закопают. Это просто в голове не укладывается. Место, где бросили тело Тани, показали уже сами убийцы. Их задержали накануне. Их имена – Анатолий Двойников, Арам Татасян и Демьян Кеворкян. Последнему 31 год, и он считался в банде главарем. Как говорится в официальном заявлении СК, ночью 28 апреля преступники заметили на дороге сломанный автомобиль, а рядом Кирилла и Татьяну. Они решили их убить, чтобы похитить деньги и другие ценности. Сначала, как мы знаем, они предложили помощь, а позже, после того, как и правда поменяли колеса, и аниматоры уже не ждали ничего плохого, напали на них. Они потребовали у них карты и, цитата, «доступ к возможности проведения банковских операций по ним». У Кирилла карты не оказалось, в тот день он оставил ее дома. Тем не менее, преступники заставили его перевести деньги с его счета на карту Татьяне. Данные следствия показывают, что в ту ночь от Кирилла Тани было совершено несколько переводов. Первый около полуночи, последний в 5:45 утра. Преступники сели в машину Кирилла, помните, я говорила, что она попала на камеру в разных местах, и принялись колесить по окрестным деревням, снимая деньги в банкоматах. Кирилла и Таню они взяли с собой. За ночь они успели побывать в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской. От первой до последней почти 100 километров в противоположную от Усть-Лабинска сторону. В общей сложности со счетов Кирилла и Татьяны сняли около 200 тысяч рублей. Естественно, не все забрали. Кирилл как бы постоянно с собой возил деньги, потому что он там то с магазина кассу снимал, то ему нужно было что-то оплачивать, и практически всегда у него были с собой деньги. И я уверена, что Кирилл просто он им все отдал сразу, и что он отдал бы им больше, если бы они дали хоть какой-то шанс. Последнее снятие наличных зафиксировали утром в 8 часов 52 минуты, как раз в то время, когда Дарья говорила с Татьяной по телефону. Когда преступники поняли, что у Кирилла и Тани денег больше нет, они их убили. Позже они поделили добычу. Зарезавший Кирилла Анатолий Двойников получил 20 тысяч рублей. Он потратил их на новую одежду. Убийце 19-летней Тани Араму Татасяну от всей суммы досталось 30 тысяч. Эти деньги он раздал в счет долгов. Оставшиеся 140 тысяч рублей забрал себе главарь банды Демьян Кеворкян. Подозреваемые Двойников и Татасян сознались в убийстве сразу же и начали активно сотрудничать со следствием. Мы каучу порезали парня и девушку. Их посадят сейчас, не знаю, сколько там, 20-25 лет дадут. Во-первых, эти двое, они идут на следствию навстречу, то есть им уже могут чуть меньше дать срок. Потом они там себя хорошо будут вести, еще меньше дадут срок. А мой муж, он должен лежать в могиле, и вообще они его не просто убили, а закопали, как какую-то кошку в лесу. Иначе обстоит дело с Демьяном Кеворкяном. В суде, когда его заключали под стражу, он нагло заявил, что не причастен к преступлению. Виновным себя не признаю. Никаких сомнений в причастности Кеворкяна нет. Важно тут другое. В ночь с 28 на 29 апреля, когда произошло убийство, Кеворкян должен был находиться в совершенно другом месте. Он должен был сидеть в тюрьме. В 2016 году ему дали 18 лет. Когда Кеворкяну было 24 года, он организовал банду. В мае 2014 года они напали на спящую в своем доме пенсионерку, ее внучку и их гостя, избили их битами до потери сознания и украли все деньги, что нашли – 1800 рублей. Тогда же, в мае 2014 года, банда Кеворкяна остановила на трассе парней на БМВ под предлогом, что у них сломалась машина и нужна помощь. Парни согласились помочь. За отзывчивость один из них поплатился жизнью. Его убили выстрелом в голову из обреза. Второго преступники пощадили, когда он отдал им 300 тысяч рублей. Уже во время следствия по делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мастыка в сентябре 2023 года выяснилось, что Кеворкян причастен и к третьему преступлению.
было установлено, что 10 лет назад он убил своего приятеля, а потом попросил знакомых помочь перенести тело в окрестности станицы, где инсценировал несчастный случай. Он сбросил на погибшего бревно, а после засыпал тело цементом и закопал в лесу. Каким образом, совершив жестокое ограбление и 2 убийства, будучи осужденным на 18 лет, Демьян Кеворкян оказался на свободе? Его личным указом помиловал Путин. И почему он здесь, в родном краю, оказался вместо отбывания наказания, следователя, он сразу же объявил потерпевшим, что это государственная тайна. Сразу же человек, я могу об этом говорить, объявлял потерпевшим, чтобы они даже не пытались выяснить, каким образом осужденный за бандитизм, за убийство, за организацию убийств людей в 2016 году оказался на свободе. То есть это патологический уже манипулятор, знаете, опытный такой в этих делах. Он знает, кого брать себе в исполнители, чтобы и как на них воздействовать. Может, он где-нибудь на СВО точно так же отличился, как хороший организатор там, какой-нибудь. Там. Я не знаю, какие у него заслуги на самом деле. Вот. Но он себя ведет именно так, он высоко держит голову. Он говорит: ваша честь, я ни в чем не виновен, я помилован, за что меня держать в тюрьме? У меня нет никаких судимостей юридических. Он четко умеет отличать. Источник ВК-2 Ивановской области, где отбывал наказание Кеворкян, рассказал телеграм-каналу ВЧК ОГПУ, что в конце позапрошлого года в колонию приехали вербовщики ЧВК «Вагнер». Тогда Кеворкян, не раздумывая, записался в ряды наемников. Вместе с сотнями других заключенных он покинул колонию и отправился в Украину, в зону боевых действий. В отряде он сказал, что согласился, потому что у него большой срок. На момент вербовки ему оставалось сидеть еще 12 лет. Ну а дальше все как теперь полагается. Всего через полгода работы в ЧВК «Вагнер» Кеворкян вернулся из Украины и получил обещанное помилование. Он оказался на свободе и тут же убил снова, по уже хорошо известной ему схеме. Я не понимаю просто конкретно, вот что я совершил. Но правила, права мои человеческие уже нарушены. Я почти сутки вел допрос, меня вели, я сотрудничал со всеми, не отказывался. Меня убеждали взять 51-ю статью, чтобы я отказался от дачи показаний. А я сказал: нет, я буду говорить. И все это продолжалось до 4 часов утра. Меня в 5 часу утра только привели в ВВС. А задержали в 10 часов утра другого дня перед этим. Это сутки почти велись. Уже нормы УПК нарушены. Нарушен мой сон, нарушено мое питание. Это был главарь банды, убийца Демьян Кеворкян. Пусть расскажет о своих неудобствах матери погибшей Тани Мастыко, Надежде Плешковой. Это ей пришлось хранить дочь, пряча под воротником ее разрезанное горло. Убийство Тани обернулось и другой трагедией. Бабушка Тани не выдержала известия о смерти внучки и скончалась через несколько дней после ее похорон. Дело об исчезновении и убийстве аниматора вызвало огромный резонанс в регионе. Его даже брал на личный контроль глава Следственного комитета Бастрыкин. Тем не менее, спустя 8 месяцев следователи, кажется, и не планируют передавать дело в суд. Представитель потерпевших утверждает, что, несмотря на резонанс дела, все экспертизы проводятся крайне медленно. Сторону защиты попросту не допускают до следственных действий, не проводят очные ставки и другие процессуальные мероприятия, которые стоило бы провести. Потерпевшие, родные погибшего Кирилла Чубко, считают, что следователи умышленно затягивают сроки. Любое убийство – невероятная трагедия. Но этого просто никогда не должно было быть. Демьян Кеворкян, инициировавший его, должен был сидеть за решеткой. Но благодаря Путину, благодаря развязанной им войне, он оказался на свободе. Путин старается поддерживать иллюзию, что война с огромными жертвами с обеих сторон – это нечто далекое, которое никак не касается простых людей. Не зря скрывают потери, не зря принимают законы о дискредитации армии, не зря запугивают протестующих, не зря государственные СМИ молчат о любом всплеске недовольства. Но война прямо здесь, она на наших улицах, в обстрелах российских городов, в случайно упавших бомбах, в убийцах, которые разгуливают на свободе. И что самое парадоксальное, Путин начал массовую вербовку зэков именно для того, чтобы простые люди как можно дольше не замечали войну. Он решил отправлять на убой максимально оторванных от общества людей, чья смерть, по его расчетам, прошла бы незаметно.
Этими людьми стали зэки, и Демьян Геворкян лишь один из них. Прямо сейчас по России гуляют тысячи бывших убийц, насильников и грабителей, которые получили не только помилование, но и боевой опыт в Украине. Они смертельно опасны, и им нечего терять. Они лучше всех знают. Нет в России никакого закона, никаких судов и никаких правил. Можно совершить чудовищные, непроизносимые вещи, и тебя все равно помилуют. Причем сам президент. Может, еще и орденом наградят. Война отнимает жизни не только у тех, кто на фронте. Она разрушает нашу страну и должна быть немедленно остановлена. Путин должен быть остановлен, потому что он несет личную ответственность за то, что происходит с Россией. Каждая смерть от войны, в том числе Кирилла и Тани, на его совести. Я вот долго думала о том, рассказывать ему или нет, и приняла решение, что он должен знать, потому что это дело очень громкое было. И я не могла ему просто сказать, что папа куда-то уехал или папа улетел на небеса. Ему бы сказали в детском садике. Ну, то есть все знали, дети, взрослые. И потом мы с ним выходили к папе, он попрощался. Сейчас он думает, что папа рядом, просто папа невидимый. Ну, он меня спрашивает, когда мы папу увидим, когда он уже будет не невидимый. И каждый раз мне приходится ему объяснять, что смерть уже все, не вернуть человека. Скоро выборы президента. Путин хочет остаться на еще один 6-летний срок. Мы должны использовать оставшееся время, чтобы объяснять людям, что с этим не так. Разговаривать, убеждать сомневающихся. Их на самом деле гораздо больше, чем кажется. Отправьте тем, кого вы знаете, этот ролик. Возможно, они никогда не думали о вещах, про которые я здесь рассказываю, и это заставит их посмотреть на войну и того, кто ее начал, по-другому. В описании собраны и другие способы агитировать против Путина. Воспользуйтесь ими, если чувствуете необходимость что-то изменить. Свободу Алексею Навальному. Нет войне.